современное искусство для меня это то искусство, которое отвечает на какие-то ставит вызовы ну вот современности, ее проблемам или каким-то вопросам острым. То есть чем это отличается от искусства, которое было раньше? То есть оно не обязано быть красивым, оно вообще ничего не обязано. Оно не обязано кому-то чем-то. Оно вот такое, какое оно есть. И самое главное, что действительно оно бросает вызов и отвечает на вопросы современности, которые актуальны. Вот как-то для меня, наверное, так. Я чувствую, что искусство идет в сторону диджитализации, как и многое в нашей жизни. А я бы хотела сохранить, ну вот для меня это принципиально важно, какой-то реально, вот, как сказать, ручной труд, ценность этого ручного труда и неподдельных эмоций. Многие люди вот, говорили мне даже, что когда ты смотришь мои работы вот в оцифрованном виде на сайте там, или где-то, это все не так. А потом они приходят на выставку и понимают, в чем соль-то. Вот во всех этих мелких деталях, во всех этих очень выделанных частях. В этом во всем как бы передается суть, что ли, душа вот произведения, с которым общается зритель, с которым он непосредственно вот общается не с помощью каких-то там диджитал вещей, а напрямую. На самом деле, мне кажется, что вся история искусства – это история вот идей. Скажем, не знаю, в Средневековье это там идеи религиозные, христианские и так далее. Потом это стали более светские какие-то вещи. Искусство – это не отдельная какая-то вещь, которая никак не связана с жизнью. Вот она, наоборот, переплетается, начинает не знаю, психоанализ Фрейда, и тут же начинается сюрреализм там или что. В общем, история философии, история искусства, история моды даже, вот каких-то таких вещей, все это переплетается и взаимодействует друг с другом. По-настоящему поворотным стал момент, когда я послала свою заявку на проект «Старт» на винзаводе. Это уже такая романтизированная история обо мне, о том, что вот я такая вот в 16 лет реально взяла и послала свои работы, чтобы поучаствовать в этом проекте. И куратор Арсений Жиляев и президент винзавода Софья Троценко выбрали меня в качестве нового экспонента этой программы. Я поняла, что это все интересно не только вот моим родственникам, которым я это показывала, но и людям вообще, которые абсолютно не знакомы со мной. Я тогда поняла, вот как бы это то, чем я хочу заниматься. С самого раннего детства это был дедушка, который тоже художник. Я проводила очень много времени с бабушкой и дедушкой в детстве. Я, наверное, пыталась ему подражать как-то, да, потому что он меня водил на этюды, там, например, какие-то показывал мастерскую. Я видела, как он постоянно что-то рисует. И, конечно, мне тоже, как дети подражают же взрослым, которые рядом с ними находятся. Я думаю, что это вот как раз тогда началось. Потом можно сказать, что тоже, опять же, семья повлияла на меня сильно в этом плане, в этом поиске, о котором я говорила, подросткового периода. Потому что, в принципе, семья всегда меня очень в этом поддерживала. Вот все искусство, которое я делаю, это такая некоторая летопись моей жизни. То есть я всякие даже такие общепринятые и фундаментальные вещи я пытаюсь переложить на свой личный опыт. Так что я даже иногда смеюсь, что, может быть, людям, которые со мной тесно общаются, а им не страшно, что они в эту летопись-то попадут. И, может быть, не в лучшем свете. Очень многие события моей жизни – это те события, которые требуют вот этой, так сказать, творческой переработки. Конечно, там, если говорить о каких-то таких больших вещах, как там любовь, которая случается там нечасто, такая, сильная, или там, может быть, даже какая-то встреча случайная, которая потом ничем не оборачивается, но она тоже оставляет свой след. Или я вот для себя, у меня бывают такие внезапные озарения, которые я понимаю точно, вот точно так
так это происходит или не так. Ну, и это тоже требует какой-то отметки в этой вот летописи жизни Тани Пёникер. Это немножко отстраненное сейчас от общего процесса искусства, то есть оно стоит особняком. Конечно, из-за, ну, мы понимаем, из-за всяких передряг и событий, в которые на мировой арене Россия выступает и вступает, и из-за всех этих отношений, международных отношений. Но мне кажется, что, возможно, через какое-то время, когда я вижу процессы изменения в обществе, в сознании людей, потому что молодые люди очень нацелены на диалог. И мне кажется, что вот как раз такие, ну вот, может быть, моего поколения или даже младше меня люди, они очень нацелены на диалог со всем миром. Они такие как бы более пацифистски настроены. И, возможно, уже люди, вот художники из этого грядущего поколения, будут более сильно включены вот в мировое арт-сообщество, нежели те прекрасные художники, которые старшего поколения, которые, некоторые из них остались, как бы вот остаются незамеченными, к сожалению, хотя они великолепны. И это не потому, что их искусство неинтересно, а, вот, наверное, все-таки из-за не очень приятного положения дел на мировой сцене в России, в смысле, не очень хорошего имиджа ее. То есть я человек, который очень любит всяческую такую, так скажем, не знаю, мистическую, околомистическую, магическую, значит, историю. Конечно, мне кажется, на самом деле очень многие россияне очень любят ее. Это вот как раз то, что нас связывает, возможно, с Востоком как раз больше, чем, например, с Западом. Предметы и вещи с изображением символа года, то бишь, который сейчас является свинья, они просто, я думаю, бьют все рекорды по покупаемости на рынках. И даже многие фэшн-бренды сделали свои коллекции, посвященные поросенку, свинье. Я думаю, очень много кто мини-пигов себе приобрел, потому что они прекрасные. И я поэтому изобразила как раз свиную семью, такую, которая сидит за столом новогодним. Там у них большая красивая елка стилизованная, собственно, Спасская башня. Поросята, которые олицетворяют 12 месяцев в году. У них у всех разные характеры, разные одежи, разные настроения. Кто-то плачет, кто-то танцует, кто-то там резвится. Семья – это то, что всегда вместе. Тот какой-то спасительный остров вот в нашем океане безумия современного мира, в который ты можешь всегда прийти и сказать, как тебе плохо, или как тебе хорошо, или как ты… в общем, о чем-то рассказать, о своих невзгодах или удачах, и тебя всегда поддержат и выслушают. В общем, это что-то такое. А вот какая у меня дальше будет семья, то есть… Все об этом думают, и девушки об этом думают. И, в общем, я не знаю, способна ли я вот на какую-то такую семью, свою личную, то есть, которая, на брак, я имею в виду, я не знаю, я не понимаю. Мне кажется, что это только пока мешает. Вот. Я много времени, я уже говорила, проводила в детстве с бабушкой и дедушкой, и это, конечно, не могло не оставить свой отпечаток. Связь, что ли, более тесная вот с предыдущим поколением, она все-таки дает о себе знать и какие-то оставляет отпечаток. Не буду какие-то плохие вещи делать там ради денег, не буду позориться ради денег, не буду там… какие-то совершать события, поступки, за которые мне будет стыдно. Не знаю, как. В общем, хорошим человеком, в смысле честным, я не знаю. Мне кажется, сейчас люди очень одинокие. Они чувствуют это одиночество, как вот это там одиночество в сети,
они пытаются привлечь к себе внимание, потому что у них нет этого внимания в реальной жизни. Все эти там бесконечные селфи, там сторис, бесконечное привлечение к себе внимания, количество подписчиков, постоянно сравнение. Это же все очень действует на психику реально. И вот люди объединяются как раз в сообщества реальные, я имею в виду реальные, наверное, я не имею в виду группы в интернете там, или что-то такое, реальные сообщества, чтобы им было как-то проще в своей жизни, чтобы они не чувствовали вот этого вот гнетущего, дикого одиночества, потому что мне кажется, что очень многие люди сейчас его чувствуют. Рассредоточенность людей, какая-то их отреченность, отрешенность друг от друга, от мира вокруг, ну, в общем, как-то так. К разговору еще о России, что у нас в России, к сожалению, люди очень не подготовлены реально к искусству современному, и все, что они не понимают, они отрицают или вот, ну, откровенно критикуют, не очень приятными словами иногда. То есть непонятно, там, Пастернак не читал, но осуждаю. Условно говоря, это идет оттуда еще, из советской какой-то нашей действительности, которая очень сужала кругозор людей до вот каких-то правильных вещей, или выходящих за рамки неправильных. История современного искусства, даже говорят, что в вузах каких-то учат, ну, вот только до Матисса доходит, как бы и нормально. Ну, в принципе, на этом все закончилось. Но как бы это не так, на самом деле, и зритель, тот, который хочет реально вникнуть, понять, почему вот преемственность идей, вот это вот, как же дальше-то развивалась вот эта идея от Матисса-то до наших дней. Там же целый огромный, ну, пласт информации, который невозможно переварить за день или там за два. То есть я считаю, что там должна быть какая-то системная образовательная, система образования, да, в этой области. Для тех людей, которые этим заинтересованы реально, которые хотят понять, почему их 5-летний сын не может нарисовать так же, как Баски, ну, условно говоря, да. И замечательные есть образовательные программы, «Гаража», там, например, того же, книги, и все, что хочешь, на самом деле. Сейчас куча информации, интернет, конечно. Вот, так что вникать самим можно. Ну, для чего его вот собирать, это вопрос для каждого человека, этот ответ для каждого человека свой. Зачем коллекционер покупает за довольно немаленькие деньги какое-то искусство, чтобы вот иметь его дома и наслаждаться им каждый день? Ну, видимо, действительно он хочет вот этого диалога постоянного и присутствия этой очень энергетичной вещи, работа художника – это энергетичная очень вещь у себя дома. Значит, ему реально не жалко деньги какие-то отдать. Он голосует своими деньгами за то, чтобы этот художник жил и творил дальше. То есть, условно говоря, он ему хлеб обеспечивает даже. Художникам надо есть, и это как бы некоторые забывают, когда критикуют там какие-то продажи или какие-то там вещи. В общем, художник – это тоже человек, и если он только постоянно занимается искусством каждый день, а это требует реально достаточно много времени, то есть еще какую-то работу сложно иметь, дополнительную, которая для хлеба, а это для этого. И это довольно сложно друг от друга отделять. Когда я училась в институте или когда я училась в школе, у меня этого времени было намного меньше, и, соответственно, я намного меньше делала. А сейчас, когда я действительно укрепилась в том сознании, что это 100% то, что мне нужно, то, чем я хочу заниматься, я этим занимаюсь. Я встаю утром, я не иду только в офис, а я иду к себе за стол, и реально я работаю весь день. Там потом, может быть, куда-то хожу, может, не хожу, могу неделями не ходить, могу так каждый день. То есть, условно говоря, у меня нет расписания такого, как для работников офиса или там какое-то предприятие, но оно, в смысле, я сама себя дисциплинирую. Соответственно, человек, который платит за искусство, он помогает мне жить, да, как-то так.